Всем привет, это канал Moonsoul, и сегодня мы поговорим о необычной внешности Феликса и о веселых рассказах Хана, как он пошел к мастеру маникюра, и о его мечте иметь младшего брата. Феликса из Stray Kids часто хвалят за его неземной вид. С его очаровательными веснушками и сияющей улыбкой Феликс способен украсить жизнь каждого. Поэтому неудивительно, что внешность Феликса часто сравнивают с персонажами аниме. В последнее время с помощью ArtBreeder, приложения генератора искусственного интеллекта, в интернете распространяется все больше и больше реальных макетов популярных аниме-персонажей, некоторые из которых слишком похожи на Феликса. Вот доказательство того, что Феликс из Stray Kids на самом деле является персонажем аниме. Феликс в роли Льва Хайбэй из аниме «Волейбол». Начнем с почти идентичного близнеца Феликса из волейбольного аниме. Мало того, что их серебряные волосы совпадают, но и пристального взгляда в их глазах достаточно, чтобы привлечь кого угодно. Феликс в роли Изуку Мидория из «Моя геройская академия». Далее идет двойник Феликса Изуку, обожаемый главный герой популярного аниме «Моя геройская академия». Их пушистые волосы и выступающие веснушки просто потрясают. Феликс в роли Кена Канеки из Tokyo Ghoul. С холодными, как лед, волосами Кен из Tokyo Ghoul излучает такое же спокойное, прохладное и собранное выражение лица, как и Феликс. Феликс в роли Танжиро Камада из «Убийцы демонов». Наконец-то у нас есть аналог Феликса из «Убийцы демонов» Танжиро. Их волнистые рыжеватые волосы и решительные карие глаза очень похожи. Все, что нужно Феликсу, это метка в «Убийце демонов». Когда еще проходили съемки Kingdom, Хан использовал разные стикеры для выступлений. В то время, как говорит сам Хан, он думал, что это выглядит круто. Но однажды утром ему захотелось сделать маникюр. Он пошел в соседний салон и попросил мастера покрасить ногти в черный цвет. К его удивлению, мастер предложил несколько вариантов. Но выбирая между матовым и глянцевым, он выбрал глянцевый маникюр. Он поведал Стей, что это было довольно долго, чем ожидалось, поэтому он быстро соскучился. Но вдруг у него и у мастера завязался разговор. Как говорит Хан, она долго смотрела на него и спросила: «Слушай, а ты не айдол случайно?» И тут Хан замер и не знал, что сказать, но быстро одумавшись, он ответил: 뭐 아이돌이에요? 해가지고 그러니까 뭔가 아이돌이에요 해가지고 약간 뭔가 제 입으로 제가 아이돌이라고 하면 조금 부끄러운 거예요. 그래서 아니요 그냥 지나간 사람인데요 라고 하고 저 스스로 저를 부정해버렸어요. После Стей спросила: «Почему ты не сказала, что ты айдол?» 아이돌이에요 하는데 뭔가 제 입으로 네 저는 아이돌입니다. 예, 제가 비소속된 스트레이키즈고요. 많이 사랑해주세요. 약간 이런 걸 제가 못해요. 그래가지고 아이돌이라 했을 때 아니요 아이돌은 아니고요 그냥 학생입니다 해가지고 그러더라고요. Все-таки я думаю, что, возможно, мастер догадывалась, что Хан был айдолом или новичком в мире кей-поп. В любом случае, Хану безумно понравился свой первый маникюр, и он не раз показывал их фанатам. Хану поступил вопрос: что если бы у тебя был младший брат? Джисон сказал, что ему стоит подождать до того момента, когда у него появятся племянники. И если племянник или племянница станут айдолами, он хотел бы до сих пор быть знаменитым певцом и композитором, чтобы дети могли положиться на своего дядю Хана. «Что насчет Аен?» – спросила Стей. На что он ответил: «Конечно, Аен мой младший брат, но ему не нужно мое разрешение, чтобы делать то, что он захочет. К тому же он сам себе зарабатывает деньги». В этом видео мы еще раз убедились в красоте Феликса и о том, каким хорошим был бы дядя Джисон. Но на этом у меня все. С вами была Moonsoul, и спасибо за просмотр.